Привет! Я наконец-то в более-менее опрятном виде. Собственно, зачем я подключилась? Хочу сегодня провести спонтанный влог, потому что с завтрашнего дня я на пару недель выпадаю из жизни. Удаляю зубы мудрости 2, буду опухшая как тварь. Поэтому сегодняшний день проведем максимально продуктивно. Ненавижу это слово, Господи Боже. Я сейчас читаю вот эту книгу «Элегантность ежика». Это из моих покупок, о которых рассказывала недавно. Книга в 2 словах и не скажешь. Конечно, когда я буду про нее рассказывать, скорее всего, минуту я не уложусь. Но спойлер, она просто прекрасна. Я не знаю, почему я не прочитала ее раньше. Я прочитала уже больше половины. Все, пойдем читать. Потом подключусь. Хочу вам одну штучку показать, такой ежедневник для пар, наш год. 1 вопрос в день для лучшего понимания друг друга. Это ежедневник, собственно, здесь разные всякие вопросы. Они касаются как и ваших конкретно отношений в паре, так и просто каких-то ваших мечт, ваших желаний, того, какой вы человек сам по себе, ваших каких-то черт характера. Вот первый вопрос у нас был: как ты себе представляешь идеальное путешествие со мной? Куда бы ты хотела поехать вместе? Изменило ли знакомство со мной твое представление о любви? Если бы у тебя была возможность написать письмо другу или подруге, с которым или с которой вы были близки, но потеряли связь, то что было бы в этом письме? То есть это уже не нас касается, это просто такое рассуждение. Вот это мне понравилось. Если бы у тебя был выбор между 2 сверхспособностями — уметь летать или быть невидимым, невидимой, что бы ты выбрал и почему? Представь, что пишешь завещание, которое заканчивается искренним напутствием потомкам. Какое это было бы послание? Почему ты уверен или уверена в этих словах и почему они имеют для тебя такое значение? Короче, это очень, правда, это очень прикольная вещь. Она для нас даже уже сработала. В каком плане сработала? У меня муж не очень любит общаться. В плане говорить о каких-то своих эмоциях, о том, что у него внутри. Но я понимаю, что для отношений это важно — общаться. Я могу об этом говорить, я хочу об этом говорить иногда. Я, собственно, и говорю. Но именно его на диалог какой-то вытянуть сложно. Он умеет слушать, и, в принципе, он почти всегда готов слушать. Но так, чтобы это действительно был диалог, какой-то обмен, чувствами, мнениями, ему это порой тяжело. Я это принимаю. Многие люди такие. Это нормально. И этот дневник, правда, помогает. То есть тут есть какие-то вопросы, которые просто в обычной жизни, они не всплывут. Но они важны, эти вопросы. И банально недавно, это, по-моему, был предпоследний вопрос. Если бы нам предложили выбрать какие-то совместные занятия — кулинарные курсы, танцы, лекции по искусству, уроки финансового планирования, групповые занятия фитнесом, рисование и тому подобное, то какие ты бы выбрал и почему? И я ответила, и он ответил. И, честно, для меня его ответ был открытием. Я была уверена, что моему мужу какие-то новые занятия, он вообще, в принципе, не любитель нового, что ему это неинтересно. И он написал здесь ответ в этом дневнике. Оказалось, что есть что-то, что он хочет попробовать со мной. То есть есть что-то, какое-то новое занятие. Оно на самом деле не совсем новое, мы раньше так делали, но в начале отношений, то есть когда там влюбленность, эйфория, и крайне редко. А потом как-то быт, рутина, работа. Не до этого, да. Тяжело поддерживать искорку какую-то. Частенько это требует, чтобы ты заставил себя это сделать. То есть требует от себя усилий каких-то приложенных. Банально там даже ходить на свидание, ты же не всегда хочешь ходить на свидание. Но головой и я, и он, думаю, понимаем, что это нужно делать. Это просто нужно делать. Это как ходить на работу. То есть отношения — это та же работа, это еще тяжелее в 1000 раз работы. Да, можно там забить, пустить все на самотек, просто жить свою жизнь, как живется, каждый вечер проводить одинаково. Он приходит с работы, вы ужинаете, смотрите что-то по телевизору во время ужина, разговариваете там как-то минимально. Ты идешь читать, он садится, что-то смотрит свое или играет. Все. То есть все общение за день. Эти пару часов буквально. Когда об этом задумываешься, о том, как мало этого общения и насколько оно качественное, в кавычках, очень грустно становится. Рекомендую дневник, если хотите как-то больше
лучше узнать друг друга, особенно если есть проблемы в общении таком вот живом. Ну, точнее, не проблемы, а если один из партнеров или даже оба партнера не очень идут на диалог. Бывает в моменте в диалоге, ну вот именно в живом общении, сложно выразить то, что ты хочешь сказать. И сложно вообще понять, что ты хочешь сказать. Все, пойду читать. Мне кажется, я немного лох и не рассказала вам, о чем книга, собственно, которую я сегодня читаю. Дело происходит в Париже, в каком-то таком довольно богатом доме. Там есть консьержка в этом доме. И само повествование пока, по крайней мере, вот больше половины книги я прочитала, ведется параллельно, чередуясь от лица консьержки этой, обычной простой абсолютно женщины, которая ничем не примечательна, точнее, она пытается быть непримечательной. А на самом деле она очень умная. Она читает много книг, она слушает классическую музыку, но она всячески пытается скрывать от других, от вот этих вот богачей, которым она прислуживает, тот факт, что она умная. Так проще. Проще быть незаметной мышкой и как бы вписываться в образ, который у людей сложился о тебе. То есть консьержка, она должна быть кем? Она не должна читать Льва Толстого, Анну Каренину, там труды о философии, о социализме, Маркса, тем более, да? А она читает. Ну и чтобы не разрушать эту вот картину мира, которая у людей из этого дома сложилась о ней, и чтобы в целом не привлекать внимание, она скрывается. И вторая героиня — это девочка-подросток из богатой семьи. И в самом начале романа мы узнаем, что эта девочка собирается покончить с собой. Она собирается выпить таблетки снотворные, которые периодически вот до сих пор таскают у мамы там раз в месяц. Собирается выпить таблетки и поджечь квартиру, когда никого в ней не будет, чтобы никто не пострадал. Не особо видит смысл, наверное, в жизни такой вот, которая ей предстоит, которая ей, скорее всего, предначертана. Ну и в целом, наверное, смотря на свою мать, на своего отца, даже на свою сестру и вообще на сверстников своих, она понимает, что люди, безнадежные, что ли. После середины книги, точнее, где-то в середине, появляется еще один герой. Это японец такой уже в возрасте, богатый довольно. Возможно, он даже родственник режиссера, которого любит вот эта вот консьержка, но этого мы пока не знаем. Ой, блин. И сейчас вот как раз жизни всех этих трех людей немножко переплетаются, потому что этот японец вместе с этой девочкой-подростком начинает подозревать, что консьержка не так-то проста, как хочет казаться. В целом, как я и предполагала, это такая очень, очень душевная, милая история. Но милая не в том плане, что какая-то пустая, про любовь такая легкая, типа как эти все. Ну, как они называются? Кафе в Париже, летний ресторан, где там, я не помню. Короче, вот эти вот книжки. А милая в том плане, что герои такие хорошие. Знаете, даже можно сказать, что эта книга токсичная. Ну, точнее, токсичная не книга, а персонажи сами токсики. Хотя это очень смешно, очень с такой иронией, сарказмом, очень острое, тонкое чувство юмора. Что я говорю? Это такая токсичность, которая не неприятна тебе, наоборот. Я вообще эту книгу как-то проглатываю, читаю чисто вечером, кроме сегодняшнего дня, перед сном. И тут еще главы такие малюсенькие, буквально на 2-3 страницы, поэтому очень тяжело остановиться, хочется читать и читать. И чувство юмора, конечно, что вот этой консьержки, что этой девочки-подростка. Вот обе эти героини, они очень умные. Но умные, естественно, по-разному, потому что консьержка, она уже такая в годах, там женщина за 50 или даже за 60, я не уверена. То есть она уже прожила свою жизнь, у нее есть какой-то опыт жизненный. Да и книг она, знаете ли, больше прочитала, чем эта девочка. А девочка тоже умная, но в ней вот еще, конечно, очень чувствуется вот этот вот юношеский максимализм. И категоричность такая, которая присуща именно вот детям или подросткам, скорее подросткам. Такое мышление крайностями. Такие персонажи вот разные, да, довольно.
прям даже полярно разные иногда. Но в целом суть одна. Как будто бы эта девочка — это вот эта Рене только в детстве. Если бы Рене выросла в богатой семье еще. Потому что Рене бедная довольно. Пойду читать дальше, и вообще мне скоро уходить. Я налила чай, и мы отпили по глоточку. Нам еще никогда не приходилось чаевничать вдвоем по утрам. И в этом нарушении заведенного порядка была своя прелесть. «Как хорошо!» – прошептала Мануэла. «Еще бы не хорошо, ведь мы наслаждались вдвойне. Во-первых, это маленькое отступление лишь освещало обычай, который мы сотворили сами, повторяя одно и то же действие из вечера в вечер, пока оно не затвердело настолько, что стало ядром и опорой повседневной жизни. И сегодня, сделав шаг в сторону, мы убедились в прочности своего детища. А во-вторых, мы, как драгоценным нектаром, упивались чудом этого исключительного утра, когда стершиеся до автоматизма движения внезапно обретали свежесть, и мы все делали словно в первый раз. Вдыхали аромат чая, пили, отставляли чашки, наливали еще, снова пили маленькими глоточками. Это чаепитие точно прореха в плотной ткани обычая, которая ненадолго обнажила канву бытия и которую мы залатаем с таким же удовольствием, с каким проделали. Точно магические скобки, выносящие сердце из грудной клетки в самую душу, точно крохотное, но животворящее семя вечности, проникшее во время. Во внешнем мире то шум и рев, то сон и тишь. Бушуют войны, суетятся и умирают люди. Одни нации гибнут, другие приходят им на смену, чтобы в свой черед тоже сгинуть. А посреди этой оглушительной круговерти этих взрывов и всплесков, на фоне вселенского движения, воспламенения, крушения и возрождения бьется жилка человеческой жизни. Так выпьем же чашечку чая. Вот так вот. Головой биться не обязательно, да? Угу. Скучала по мне? Не особо, скажи. Кстати, наконец-то же мы узнали, как зовут девочку, подростка, от лица которой ведется повествование здесь. Палома. Очень красивое имя. Этот кот на измене. И ты, чебурек. Скажи что-нибудь. Спасибо. Киса. Ты змея или киса? Змея. Там Иванесенс сегодня выступает. Пока у меня есть вот буквально 5-10 минут до выхода, хочу все-таки рассказать, пока я еще не опухша. Дочитала я вчера «Элегантность ежика» перед сном. Это хорошее начало июня точно, потому что эта книга 5 звезд из 5 для меня. Здесь хорошо все. И язык, точнее перевод, следовательно, и язык, скорее всего. И атмосфера, и место действия,
Тут даже как бы и не Париж как таковой, тут просто дом отдельный в Париже. То есть такое очень, очень маленькое пространство, в котором происходит действие. Такая камерная атмосфера. Герои, конечно же, персонажи просто 10 из 10. Да. И над очень многим ты задумываешься благодаря книге, особенно где-то ближе к концу, особенно в конце. Очень многое в своей жизни хочется пересмотреть и относиться ко многому. Хочется по-другому научиться. Книга, знаете, она вот смешная, но она при этом не пытается быть смешной. Она жизнеутверждающая, но она при этом не пытается быть жизнеутверждающей. Такое название четкое вот у нее «Элегантность ежика». Я когда еще ее не читала, а просто видела где-то, когда она мне попадалась, думала, что это значит. Ну, действительно ли здесь про ежика? Если так, то почему на обложке кот? Или, может быть, кота зовут ежик? И почему он элегантный? Ну, тут все объясняется. Там, кстати, по ходу повествования, вот я, по-моему, говорила где-то, что не совсем понятно, почему Рене, вот эта вот консьержка, да, одна из главных героинь, скрывает как бы свою сущность от богачей, которым она прислуживает. А потом там стало понятно. Все было объяснено. И все очень логично, в принципе. Замечательная книга. Я даже не знаю, что сейчас взять читать, чтобы не испортить себе такое хорошее начало июня. Хорошее, грустное немножко, но хорошее. Всем советую, в общем. Она и для расслабиться, и для подумать. Она как-то вот под любое настроение как будто бы подходит. Только ближе к концу, на всякий случай, запаситесь платочком. Побегу я удалять зубы. Может быть, потом еще подключусь уже, будучи хомяком. Всем пока.